приходи по адресу. Сегодня в 14:00. Ты все хотел заняться серьезным бизнесом, помнишь? Можешь осмотреться. У нас как раз пока есть немного времени. Ой. Диего Санчес, а вы... Здравия желаю. Ай-яй-яй, ситуация СОС. Новые ставки, дамы и господа. В предыдущей серии было снято и уже опубликовано первое видео с осознанным автоматоном. Автоматоном по имени Дилан. Надеюсь, ролик собрал просмотры и надеюсь, живые люди дали комментарии насчет первого осознанного автоматона в их жизни. Не началась ли паника? Короче, сейчас все узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья. О, какашка. Так вот, сейчас все узнаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы, ах, черт возьми, рассказали о живом Дилане. Наконец-то. Но знаете, что я понял? По сути своей мы неосознанно делаем одну огромную пиар-компанию для J-Company. Ведь для этой компании выгодно, когда автоматонов показывают в хорошем свете. Это явно поднимает стоимость их акций и позволяет продавать еще больше автоматонов. Да-да. Но давайте на чистоту. Мы, само собой, сняли интервью Ричарда и Дилана не ради J-Company, а для самих автоматонов. Напомню, мой практически главный дополнительный квест этого сюжета, грубо говоря, подружить человека и машину. Как минимум, не желайте друг другу смерти, пожалуйста. А вообще, у кого-то заботы про автоматонов, а у кого-то заботы какашку убрать. Вот же срань, а. Это правда. А, черт, я в какашку вступил. Подожди, что? Тут реально комментарий на все? О, хоть у меня и амнезия, но это точно не шоколадное мороженое. Так, мне уже интересно, что дальше. Ну, замечательно, персик, просто замечательно. Вот же срань. Так, ну понятно, это, наверное, надо убрать. Пакетик, где мой пакетик? Забираем. Спасибо. Убираем. И в любом случае про персика не забываем. Кормить, кормить, погладить. О, как же ему прикольно. Так, все, короче, рутинная жизнь это, конечно, прикольно, но... Ричард, подскажи, пожалуйста, что там по ролику. Доброе утро. Так что... Алло, доброе. Наш с Диланом ролик залетел. Там в комментариях такие, блин, дебаты. Дилан, кажется, доволен. Он сказал, что в споре рождается истина. И присоединился к спору. Не удивлюсь, если после подобного он тоже захочет стать блогером. Но, слушай, часть комментариев, как ожидалось, не очень-то приятная. Я знал, что многие люди настроены против автоматонов, как и, я когда-то. Но, блин, я не ожидал, что их так много. Меня никогда так грязью еще не поливали, никогда. Я-то смогу с этим справиться, ладно? Не в первый раз сталкиваюсь с необоснованным хейтом. Раньше мне говорили, что все про остров я выдумываю, прикинь? Но это тоже было легко игнорировать. Я их даже не замечал. Тем более, я-то точно знал, что это правда. А потом я начал закидывать видосы, которые снял на острове. И... это очень эффективно заткнуло всех тупых хейтеров. Но теперь, прикинь, меня осуждают за мое мнение. Говорят, что я ничего якобы не понимаю. Что автоматоны это якобы катастрофа. Как они могут это говорить, если я понимаю в этом больше остальных? Именно я жил в обществе, наполненном автоматонами. Кому как не мне говорить об этом, а? Я-то, конечно, опять же повторюсь, справлюсь, но начинаю понимать, почему Клео и Тима беспокоил этот тупой хейт. Так, ладно, я тут еще немного почитаю, занят. Окей. А тебя это прям жестко беспокоит. Кстати, а где Кана? Я тут понял то, что пока ты болтал, Кана ни разу не появилась на горизонте. Ну ладно. Получается, сейчас самое главное, наш ролик залетел, и там в комментариях дебаты. О, чувствую, это еще намаукнется. Этот популярный ролик будет собирать еще больше просмотров, и что-то начнется. Обязательно будем за этим наблюдать, а вообще напоминаю то, что в предыдущей серии у меня появилась эта бумага с именем Ричард. Это означает то, что я должен на Новый год подарить какой-то подарок Ричарду стоимостью до 500 В. Ну, в целом деньги-то у меня есть, это не проблема. Только где мне подарок купить и какой подарок купить? Эй, Тим, Клео, доброе утро. Ло, слушай,
А ты согласен на живую елку, а? Что? Какой-то необычный вопрос. На живую елку, типа, сюда поставить? Ну, вообще, прикольная идея, да? О, вот и хорошо. А то, зная твои пристрастия ко всяким неживым штуковинам... Я, кстати, уже уговорил остальных. А то в прошлом году мы ставили искусственную. Терпеть я, блин, не мог. Ты знал, что микропластик может впитываться в мозг через дыхательные пути? Я из-за этого все новогодние праздники не заходил в гостиную. Лучше уж вообще без елки тогда, чем с такой елкой, которая угрожает твоей жизни. Так, ладно. У меня тут занятость. Окей. А я-то думал, ты просто спросил про елку, а он имел в виду, живая или не живая. Ну, понятно. Ладно, окей. Раз уж живая, то пусть будет. Клео, привет. Привет. Я, если что, уже купила подарки. Не люблю с этим затягивать. Не хочу быть как Глен, который в последний день пытается все купить. Он в прошлом году за час до праздника бегал на другой конец города, потому что курьеры уже не работали. А потом очень долго извинялся за это, потому что, естественно, магазин был закрыт. Ему было очень неловко, а я получила свой подарок только через пару дней. В этом году, кстати, надо будет ему напомнить, что так лучше не делать. Вдруг ему опять попалась я. О, ладно. Кстати, прямо сейчас напомню. Ага, так, это хороший намек, я понял, Клео. Значит, надо купить подарок. А как? Какой подарок, блин, купить-то? Я просто не совсем понимаю, что нравится Ричарду. Так, нейтральное яйцо, положите... Стоп, что? Я помню то, что здесь в положительных был стейк. Не, ну не буду же я ему мясо дарить, это как-то тупо. Ладно, мы это, я думаю, еще порешаем по сюжету. Ричард, не поговорим? Брай, привет. Ну, привет, Лолошка. Слушай, начинаю думать, что пора снимать новогоднее видео для канала нашего хаоса. Мы уже обсудили, если что, это с Клео. Я предложила поставить один из трендовых танцев под новогоднюю песню. Но Клео, как обычно, эта идея не нравится. И так, блин, каждый год. Просто снять влог будет скучно. Мы это уже делали в прошлом году. Нет, Брай, нет. Потом, короче, обсужу это с остальными. Кстати, а ты не хочешь с нами сняться? Ты же все-таки, типа, часть команды. Ну, мне нельзя... подожди, а Брайта знает то, что мне нельзя полиции? Я просто не помню. По-моему, она не в курсе всех событий, и, по-моему, она не в курсе от GDH. Я буду сниматься только в костюме клоуна. Нет, я ненавижу камеры. Знаешь, Брай, я не хочу сниматься сам, но, если что, могу снять вас, если надо будет. Да, наверное, вот это лучший вариант. Могу вас снять. О, ловлю тебя на слове. Все хорошо. Так, новогодние подарки. Окей. О, Ричард, привет. Здоровались. Так, все, уже кушаешь, да? Ладно, прямо сейчас, пока у нас раннее утро, пока у нас не так много людей в городе, нам нужно сделать то самое... Да бога... Почему ты пишешь мне в такой момент? Эй, компаньера, приходи по адресу. Проезд Медный 1. Сегодня в 14:00. Ага, ладно. Так, Санчез. Слушайте, а на чем вообще остановилась наша последняя встреча с Санчезом? У него было свидание с его барменшей, как я понял. И он сказал мне пойти пострелять со снайперки. Да, по-моему, это все. Так, а вообще я зашел в Лутуфлу не просто так. Какой ассортимент сегодня? Яйца, может быть? О, яйца, супер! Я покупаю сразу много, это 100%. Того у меня сколько? 16 это 32 и еще 4, 36. У меня было задание на яйца, и я умоляю, скажите, что оно еще есть. Во! Задача принести 30 яиц. Да. Мне за это дадут 1000 В. Я явно заплатил меньше. Здравствуйте, абсолютно рандомный постамат. Здравствуйте, сотрудница. Яйца отдаем. И после этого проверим, какие вообще еще задания появились. Я делаю суперсовременный ремонт в своей ванной, и мне срочно нужно черное зеркало. Принести одно черное зеркало. Я вижу черное стекло. Во! Черное зеркало. Подожди, реально так просто? Ванная жемчужина, голубой краситель и изумруд. Без лишнего шума, здравствуйте, орхидея, здравствуйте, краситель. Изумруд у меня явно где-то был. Вот он. Объединяем. И самое сложное получаем. Ванная жемчужина. Добавляем немного палок и... Та-дам! Черное зеркало. Так, погоди, а это какое? Черное центральное зеркало. Ага, ну мне нужно, по идее, только вот это. Далее, надо задание само взять, про это не забываем. Репутация у меня пока 5, а я выполню, получается, сразу 2 задания, у меня будет репутация 7. Как чудесно. Вот, возьмите. О, и наконец-то, спустя очень долгий промежуток времени, я нашел то самое. Проезд Медный 1.
Вот оно. Нам сказали приходить в 14:00. Уже 14:14. Я немного опаздываю. Я же правильно... Да, я правильно пришел. Эй. Наконец-то, Джонни. Ты все хотел заняться серьезным бизнесом, помнишь? Идем. Я немного расскажу тебе о деле моей жизни. О чем речь? Речь об алкоголе. Да-да. Это не все, конечно. Но тебе рановато узнавать все секреты, Джонни. Сегодня мы пройдемся так, по верхам. Пойдем. Что это? Да, это алкоголь. Это, Джонни, одно из моих рабочих мест. Кажется, что здесь не происходит ничего важного, да? Но знаешь что? В этом вся суть. Можешь осмотреться. У нас как раз пока есть немного времени. Окей, осмотреться в плане... прям походи... Ё-моё, а что вы тут делаете? Вы что-то печатаете, что-то красите? Но вот это... Да, тот самый алкогольный бизнес. Но меня смущает, что он сказал рановато знать тебе все. Сейчас мы пройдемся так, по верхам. Но это уже выглядит как серьезный бизнес, честно говоря. Коробки, еще больше коробок. Так, а я могу с кем-нибудь поговорить, например? Да? Ой. Пожалуйста, не отвлекайте меня. Это намного сложнее, чем кажется. И важнее. Если товар не будет выглядеть на свою цену, то его никто не купит. Ага. А что конкретно вы делаете? Вы переклеиваете этикетки? Ну, кстати, да. Возможно, типа, знаете, берется дешевый алкоголь, заливается в бутылку из-под дорогого алкоголя, и получается якобы дорогое, ну, там, пиво, вино и так далее. Так, здрасте. Да. Я знаю, что у сеньора Санчеза не лучшая репутация, но трудоустройство тут официальное, и работа здесь высоко оплачивается. Нет ничего преступного в работе здесь. Да. Угу. Ой. Диего Санчес, а вы... Здравия желаю. Да. На вас поступила анонимная жалоба. Это ордер на обыск. Я начинаю проверку. Си. Может быть, начнем тогда с документов? Не-не-не-не. Для начала я хотел бы осмотреть помещение на предмет незаконной деятельности. Незаконная деятельность, говорите? Какой-то такой добропорядочный гражданин переживает за мою деятельность, а? Ха. Что ж, ладно. Можете осматривать. Здравствуйте. Проверка. Черт возьми. Опять Розенталь или Марло пытаются прикрыть мой бизнес. Уже не в первый раз, и каждый раз я к этому готов. Могли бы уже догадаться, что у них ничего не получится. Я свое дело знаю. Что он там делает? Да, я вам не мешаю. Вы Так. работаете. А что вы тут Просто делаете? проверка. Мистер полицейский, может быть, вам что-нибудь конкретное показать? Я бы хотел закончить побыстрее. Извините, я должен провести тщательный осмотр помещения. Да что ж такое, ну, вы же видели, что жалобы поступают неоднократно. И все эти жалобы оказывались ложными. Да, мистер. Да вот правда, мои коллеги могли быть крайне невнимательными, если их умело отвлечь. Отвлечь? На что это вы намекаете? Ни на что. Такс. Мне нужно будет вскрыть ящики и осмотреть содержимое. Конечно, Хэффи. Черт, это займет целую вечность. Я даже не могу идти. Придется действительно следить, чтобы этот ничего не подкинул. Где ж они только находят таких поборников закона? Слыхал, как он намекал на то, что у меня копы подкуплены, а? Зачем мне кого-то подкупать, если я куда умнее любого из них? Так, ну ладно, кажется, все в порядке. Да, мистер полицейский, конечно. Давайте уже закончим с этим побыстрее. Ага, значит, получается, у Санчеза все нормально, и нам ярко намекают и показывают, что прикрыть лавочку путем доноса на полицию не получится. У него все супер официально выглядит. Так, ага. Это погоди-ка, тут нет лицензии на производство алкоголя. Ну так, здесь алкоголь и не производится, мистер полицейский. Но, к счастью, это разрешение у меня все равно есть. Вот, возьмите. Ну-ка. Так, Камера? Ладно, никаких нарушений не выявлено. Забирайте.
Смотри, какой подготовленный ты, а? Санчес умен. Нам рассказывали о нем как о тупом мафиози, но, слушайте, не похоже. Он явно умный. Так, ну, в общем, прошу прощения за беспокойство. Это был ложный вызов. Ничего страшного, я так и понял, мистер полицейский. Вы, главное, не беспокойтесь об этом. Всего доброго. Всего доброго. Хорошей службы. Ха, неплохо, да? Тут действительно не происходит ничего незаконного. Что он мне сделает за эту ерунду, а? За приклеивание наклеек к пустым бутылкам. Этим копам при всем желании не к чему прикопаться. Так, погоди, а в чем тогда суть плохого бизнеса? Нам рассказывали о Санчезе как о человеке, у которого нет документов, который делает подпольно пиво с метанолом. Но у него есть все лицензии, поэтому... Я не понимаю, подожди. Ты такой жалкий. Удивлен, что Марла тебя опасается. Хороший план, мне нравится. Подожди, Санчез, твой подпольный бизнес занимается тем, что создает полностью лицензированный алкоголь? А какой вообще в этом смысл? Да, вот, и я об этом, я не понимаю. А в чем тут смысл тогда подпольности? Это же даже не подпольно, это все максимально, ну как вот написано, лицензированное. Джон, бога ради. Я и раньше слышал, что ты всех вокруг себя считаешь идиотами, но... Чтобы настолько? Продавать алкоголь, конечно, выгодно, но... недостаточно. Ты хоть знаешь, сколько рыл мне приходится кормить и задабривать? Пойдем. Так. Давай проще. Знаешь, что выгоднее, чем алкоголь? Сейчас... Продавать дешевое разбавленное пойло под видом дорогого. Вот это выгодно. Хо-хо. Обожаю. Само собой, это происходит не здесь. Я не настолько тупой. И это не происходит в один этап, Джонни. Я, так и быть, расскажу тебе подробности. Есть у меня одна идейка, как встроить тебя в эту цепочку. Но позже, когда ты оправдаешь мое доверие, которое я тебе уже оказал. Далеко не все мои люди знают подробности нашей работы. И тебе тоже пока рановато. Пока я только начинаю тебя совсем знакомить. Запомни это. Вот, это тот самый ответ, который я хотел получить, потому что изначально это все выглядит как максимально честный бизнес, но теперь мы понимаем, где-то не в этом месте разливается дешевый алкоголь под видом дорогого. Это, кстати, то, о чем я сказал, помните? Берется дешевый, переливается в дорогую бутылку и, тадам, продается втридорого. Я не люблю, когда меня заставляют ждать, Санчес. Доверие работает в обе стороны. Не забывай. Мне не интересны секреты, мне интересна работа. А не хочешь познакомить меня с кем-то, кто ослеп от твоего пойла? Это точно не второе, но либо первое, либо третье. Вот в этом контексте, в котором сейчас мы находимся с Санчезом, вот этот третий вопрос, он идеально подходит. В том плане, то, что я как бы отыгрывая GDH, намекаю ему на то, что... А ты чё, говнарь? Думаешь, я не понимаю, что этот алкоголь за собой несет? А не хочешь познакомить меня с кем-то, кто ослеп от твоего пойла? Оу, так ты все-таки уже слышал кое-что о моем бизнесе? Да, вот оно! Это прям то, о чем я подумал, то, что это действительно может сыграть роль. Хотя ладно, наверное, странно этому удивляться. Это про тебя никто ничего толком не знает. А ты, как водится, знаешь все про всех? Ладно. Довольно много людей ослепли. Кого конкретно ты бы хотел увидеть? Все знают, что алкоголь это вредно, но все равно ж пьют. И я же не заливаю им свой товар прямо в рот. Ну, это правда, конечно, но... Так, окей, это хорошо, что я выбрал третий вариант. Мне нравится. Ты прав, они сами себе роют яму. Смешно. И что, это работает? Твоя прибыль разве не уменьшается от ослепших клиентов? Я слышал про нескольких подростков, которые не просто ослепли. Последствия для некоторых были летальными. Ты их погубил, лишил будущего. Все отвратительные варианты, если так подумать-то. Ну, давай выберем вот этот самый длинный. Что он на это ответит? Летальными? Ну, технически, Джонни, ты не ошибаешься. Эти ребятки могли бы прожить целую жизнь, даже вступить в мою банду. Но разве тут есть моя вина? Ни в коем случае. Это не я продаю несовершеннолетним алкоголь. Ой. Катсцена? Разве ты сам этого не видишь, Джон? Кто-то продает подросткам поддельные документы. Продавцы закрывают глаза на то, что документы очевидно поддельные. А взрослые позволяют детям устраивать не детские вечериночки.
Это, Джон, то, как устроен наш мир. Нельзя сказать, что одно звено цепочки является виной всех бед, правда? Отравились бы они моим алкоголем, если бы не все остальные цепочки на этом пути. Да, это неприятно, согласен. Но закрывать из-за этого бизнес? Если бы я был таким мягким, то ты бы не оказался здесь. Он верит в свою правду, но на самом деле он говорит полный бред. Это, знаете, то же самое. Это вот его логика работает примерно по такому принципу. Все мусорят, поэтому я тоже буду мусорить. Ну какая разница? Типа на улице все равно будет грязно. Какая к черту разница? И здесь логика Санчеза примерно по такому же принципу работает. Типа, ну это же они покупают. Это же им надо. Мне нравится, как ты мыслишь. Сработаемся. Обмануть. Это просто отвратительно, Санчез, ты ужасен. Если бы не ты в этой цепочке, самое страшное, что ждало бы этих подростков, это похмелье. Блин, неужели самый нормальный вариант это вот это? Мне нравится, как ты мыслишь, сработаемся. Я рад, что здесь значок обмана, поэтому да, давай его обманем, сработаемся. Опа. А я уж было подумал, что все эти вопросы были из-за того, что ты не одобряешь. Ха-ха-ха. Нравишься ты мне, черт возьми, Джонни. Ты даже лучше, чем я ожидал. У некоторых моих людей было больше проблем с принятием такой философии. Поэтому я стал посвящать свои дела меньше народу. После этого количество проблем резко уменьшилось. Ладно. Пойдем уже отсюда. Нечего всех здесь отвлекать нашим присутствием, правда? Да, правда. Так, окей, я знаю, что это находится по улице. Я видел, как парни косились на меня. Полиция уже ушла, значит... И нам нечего здесь торчать. Думаю, с тебя на сегодня хватит. Адиос. В плане? Настолько? А, реально еще? Что? Ладно, он особо не церемонится с пока. Просто реально пока и все. О, Дилан. Так, сейчас, погоди, а я могу в итоге зайти? О, я могу вернуться? Это да? Ладно, сначала, наверное, Дилана прочитаем. Привет. Это было... Вау. Этот Санчес умен. Если в начале вашего знакомства он казался мне почти нормальным, то... Блин, сейчас... Теперь я понимаю, почему он не нравится Марло Брандо. Я бы тоже опасался Санчеза. Размазывать вину за смерти детей и слепоту взрослых по всем подряд, чтобы только обелить себя. Какой же он О, вот я примерно об этом и говорю. Знаешь, Дилан, я не хочу продолжать этим заниматься. Кстати, о Марло Брандо. Можешь написать ему, что у меня наметился прогресс. Думаю, он будет рад этим новостям. Я рад узнать, что настоящий Джон Дэви Харрис отказывался от работы с этим Санчезом. Наверное, надо стоит Марло написать. Да. Можешь написать ему, что у меня наметился прогресс. Слушай, ты уверен, что мне стоит писать об этом? Я хочу прикрыть делишки Диего не меньше тебя, но... Ло, мы не можем потерять доступ к территории Санчеза. Как мы будем пользоваться лабораторией GDH? Мы не знаем, как долго она будет нам нужна и сколько сообщений нам потребуется отправить через отправитель. Да, кстати, точно, лаборатория GDH, она же находится здесь, где-то рядом. Лучше все равно напиши Марло, не стоит медлить. Не будем. Ты прав, я не подумал об этом. Лучше задержаться с отчетом, сообщим ему новости позже. Знаешь, Дилан, я начинаю думать, что Марло Брандо лучше вообще ничего не рассказывать. Не нравится мне все это. Но давай так, если что, я, наверное, вовремя остепенюсь. Сейчас мы не будем рассказывать, но потом расскажем. Да, я тоже так подумал. Да и значительных новостей у нас все равно сейчас нет. Да, вот все, супер. Я надеюсь, я все правильно сейчас делаю. Но эта серия, кстати, вы заметили, какая она обширная на выборы? Как будто бы что-то тут скоро будет. Как будто сейчас от этих выборов зависела вся моя сезонная жизнь. А мы в итоге поболтать-то можем, ребят? Нет? Ни с кем? Окей, я понял. Не буду вас тормошить. Всего доброго. Так, ладно, возвращаемся домой. Мне срочно нужна доза неприступной жизни. Никакого криминала. О, ребят. Так, все в телефонах! Бога ради! Один персик не в телефоне, привет! Погладить. Ричард? Прикинь, Кана тоже решил праздновать Новый год. Он сожрал дождик, который я собирался повесить на окно. Надеюсь, у него не будет проблем с желудком из-за этого. Жду теперь, когда дождик выйдет. Да. Понял. А где Кана? Кана, наверное, там? Да, просто я его всю серию не видел. Так, Глен? Блин, пока я спал, все договорились ставить настоящую елку. И решили, что ее принесу я. Ну, конечно. А я даже защитить себя не смог. Я же просто спал, блин. Именно поэтому жаворонков никто не любит. Ладно, принесу я эту елку. Спасибо, Глен. Клево. О, слушай, если что, я уже достала новогодние украшения и елочные игрушки.
Мы очень задержались с украшением в этом году, и Риордан негодует. Все сейчас ждут от нас праздничной атмосферы и уюта. Поэтому я выпросила у него денег на новые гирлянды. Хочется чего-нибудь новенького. Вы, кстати, тоже можете что-нибудь прикупить в комнату. У меня от этого сразу поднимается настроение. Хорошо, а что можно купить? Честно говоря, даже не имею никакого представления. Брай, привет. Ой, привет. Клео уговорила меня сделать парный косплей для одного из ее видео. Поверить, блин, не могу, что согласилась на это. Но потом я так и быть заставлю ее танцевать для одного из моих роликов. Может быть, из этого и получится что-то прикольное. Подпишу как-нибудь типа «Нуб и про». О, прикольная идея, надо записать. Понял. Так, ну и самый страшный участник — Тим. Итак, делаем ставки, дамы и господа. Это будет что-то про автоматонов или про елку, которая всех заражает. Искусственную елку. Ну-ка. Блин. J-Company меня заблокировали. Придется создавать фейковые аккаунты. Может быть, мне притвориться, что я им типа, верю? Если я им подыграю, то они могут раскрыть мне все свои секреты, точно! Решено! Именно это я и буду делать. Им так просто от меня не отделаться. Хе-хе. Так, дорогая J-Company. Придумал. Кстати, я думал, что он будет умнее, и он догадается до этого сразу же. Само собой, тебя не примут в компанию, которую ты хейтишь. А у меня немного серьезный вопрос. Как так получается, что время уже 17:30 давно прошло, а задание не выполнили? Я кретин. Я сдал в постамат получения. Господи, какой же я имбецил. Почему я сдал не в сдачу? Как же я себя ненавижу. Ладно, у меня еще есть время. Обслуживание постаматов 20:00. Все, да, я сдаю, я точно сдаю блоки снега. Слушай, вообще хорошо. Я сдам сразу 2 квеста, получу кучу денег. Сейчас у меня уже 7500. 5000 покупка в магазине. Стоп. Это что? Вот это что? Подожди, стоп. Это я яйца на 5000 купил? Вы что, рофлите? Я купил долбанных яиц на 5 косарей? Ой. Что? У меня задания сдались? Что-то я не понимаю, как это работает. Я отошел от постаматов, и у меня сдались задания. Я прошу прощения, дамочка, а скажите, сколько у вас яйца стоят? Так, 360В. Ну да, а почему там 5000, я не понимаю. Я вспомнил. В предыдущей серии я оплатил Линду Вермут. Сеанс психотерапевта, точно. Значит так, я прямо сейчас имею баланс 9400. Далее, следующая аренда у меня стоит 750. И у меня есть наличка 3100. То есть того у меня сейчас примерно 3000 плюс 9000. 12 косарей. Я понимаю то, что когда я думаю, что у меня много денег, на самом деле оказывается, что у меня немного денег. Поэтому мы сразу порешаем эту проблему как? При помощи какого-то сложного задания. 20 банановой кожуры. Еще раз здравствуйте, бананы продаете? Бананы не продаете, это плохо. Ладно, плевать на задание. Я напомню то, что мы сегодня не дарили подарки. И также напомню, что Глен для нас самый дорогой человек. Потому что ему надо дарить алкоголь. Ну что, вот тебе вино Болвара. Сделать подарок. О, не ожидал. Спасибо. Пожалуйста, Глен. Только ты реально очень дорогой чувак. У меня больше нет алкоголя. А может быть, оттуда можно было взять? Хотя не-не-не, там отравленный алкоголь, нельзя. Так, брай, это получается морковка, возьми. О, вау, спасибо. Пожалуйста. И цветочек для Клео, возьми. Как неожиданно и приятно. Понял. Сколько у меня там в итоге отношения? Доверие у Клео, это замечательно. Брай, почти доверие, остается последний подарок. Глен, вот с Гленом самая проблемная проблема, это даже не 50%. Мне это, конечно, не нравится, и что-то мне подсказывает, что лучше не пропускать. Поэтому я каждую серию теперь буду дарить ему какой-то подарок. А на этом, как вы понимаете, я буду постепенно заканчивать. Надеюсь, что вам понравилась данная серия. Наконец-то мы пробрались в это подпольное заведение, которое оказалось не таким уж и подпольным. Санчес, как опять же оказалось, явно умнее, чем мы думали. Каким образом можно прикрыть его лавочку, если он аккуратно делится информацией? Это действительно хороший вопрос. Но ничего, порешаем. А вообще, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте подписываться. Все ваши микронажатия складываются в одну большую гору мотивации. И прошу вас, дайте нам эту мотивацию, ведь дальше больше. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и подпольный бизнес Санчеза. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.